Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, то, что я вам сейчас подарю, а, пришло к нам из древних времен, из древнего Вавилона. Еще когда человечество не умело пользоваться письменами, еще и не было букв, были клинописи. Еще с тех времен люди писали послания богам тьмы, богам преисподней, богам удачи, духам, силам мироздания. Например, во время раскопок в Древней Греции нашли такие дощечки, на которых было написано: «О Бог преисподней, пожалуйста, забери моего соседа, там, Адониса, со всем его семейством, отомсти за меня». И таких порч, и таких просьб было огромное количество. Эти дощечки хоронили, закапывали в землю, сверху клали какой-то откуп. Ну уж не могу сказать, точно ли Адониса забрал Бог преисподней в тот момент, когда просили. Но позже он всех забрал однозначно, даже тех, кто эти порчи просил. А если без шуток, то издревле послание, письмо, просьба в мир духов издревле считалось один из действенных способов достучаться до тонкого плана. Считалось, что если ты говоришь слово, просьбу озвучиваешь и отправляешь в пространство, в мироздание, то оно обретает силу. Такими же технологиями пользуются, например, в буддизме, в даосизме определенные ритуалы. Например, вы знаете, что в буддизме есть такие крутящиеся барабаны, шары, и человек проходит, их, значит, крутит по кругу и просит, и говорит свое желание. Такие даже продаются, например, по фэншую, там есть вот такие маленькие в доме, как алтарные шары, то есть их можно крутить и говорить свое желание. А там внутри, значит, написано, чтобы духи услышали человека, и это желание сбылось. И каждый раз, когда человек крутит, он как бы отдает энергию, оживляет, активизирует эту просьбу. И вот оно идет как посыл в мироздание. Ну, древние люди, они знали эти техники, они этим пользовались, и не просто так это пришло и приходило. Значит, это как-то работало, и они были знакомы с этой техникой. И на основе вот этой техники древней создано огромное количество различных направлений магии, ритуальной магии, церемониальной магии и так далее. Так вот, в Древнем Вавилоне на каких-то дощечках, на шкурах животных, на камнях, на плоских камнях рисовали определенными природными красками в то еще время. Или, значит, все уже, представляете, забыла, сажей. Рисовали свою просьбу. Ну, например, женщина хотела родить ребенка. Она рисовала младенца, как умела. Потом это нужно было закрыть в сундучке. И время от времени, вытаскивая, показывать духу свою просьбу и озвучивать эту просьбу снова, как бы активизировать до того момента, пока это все не дойдет до духа хранителя или духа рода, по-разному обращались.
Тогда эта просьба, значит, исполнялась. По такой же технологии, например, древнерусские заговоры, когда просьба к ветру, вот слова мои сказанные, пусть ветер возьмет и донесет до небес, или донесет до великих сил, или сказанные мною слова пусть идут и достучатся до хранителей рода моего. Слова мои подхватило, понесло, унесло на крыльях ветра, значит, под шум дождя и так далее. И дошло до того, до той силы это называлось, кого я призываю и кого я прошу исполнить мои желания. Все это взаимосвязано. Сейчас я хочу вас научить, как написать письмо своему духу-хранителю и как активизировать это послание постоянно, пока не случится то, что вы хотите, и то, что вы просите. Вам нужно взять бумагу. Эта бумага должна быть абсолютно чистая. На ней не должны быть ни линий, ни клетки, ничего. Красным цветом, красными чернилами, красным маркером, красной ручкой, как хотите, красным цветом. Пишите свою просьбу. Например, но четко. Не просто хочу быть счастливой, хочу, чтобы все было хорошо. Нет, такой ерундой не занимаемся. Например, о чем вы можете просить? О личном. Вы можете просить, например, чтобы у вашего ребенка дела улучшились, у вашего мужа конкретно, что касаемо, значит, судьбоносных таких вопросов. Лечение здесь не нужно, это к другим силам обращения. Ну, например, вы что просите? Или для себя? Хочу там за год заработать такую-то сумму. Пишите сумму четко в цифрах. Рубли, доллары, как хотите, то и пишите. Хочу найти, значит, свою судьбу в ближайшее время. Хочу найти мужчину, который сделает меня счастливой. Хочу найти работу такую-то. Четко называйте, потому что вы должны во Вселенную отправить четкий посыл. Что конкретно вы хотите? Не как шариков, да, желаю, чтобы все. А именно четко, конкретно посыл. И подумайте над тем, чтобы ваши желания были реалистичны. Если вы напишете, что вы хотите стать звездой Голливуда, вы им не станете. Почему? Объясню. Потому что каждое желание, каждый получает по мере того, насколько он это заслуживает, достоин, насколько он к этому стремится. Если человек работает, но он хочет благополучия, он хочет, чтобы его работа была не просто там в никуда, а чтобы результат был от этой работы, естественно, силы ему помогут, видя его старания. А если человек лежит на диване и напишет «хочу стать министром», там, не знаю, министром иностранных дел или «хочу стать президентом», естественно, это не сбудется, потому что ты этого не заслуживаешь. Ну, ты по уровню своему должен просить. Должна быть почва для того, чтобы они тебе помогли в этом. Вот у вас есть своя работа, вы работаете, у вас есть источник дохода, и вы хотите, чтобы побольше пришло людей к вам, например, может, вы парикмахер, да, вы хотите заработать 1 миллион за месяц, предположим. Что надо делать? Попросить, чтобы у вас за этот месяц столько людей записалось и пришло, чтобы вы могли много работать и успели заработать этот 1 миллион. Запомните, вы всегда должны отдать энергию, время, силы, старания, а взамен получайте материальные блага. Просто так вам ничего не дастся, потому что вы за это должны платить. А платите вы своим временем, своим ресурсом. Отдаете свой ресурс, получаете ресурс от Вселенной. Вы там пекарем работаете, вот вы утром встаете,
значит, вы начинаете печь хлеб, вы отдаете время, силы, а взамен люди приходят, у вас покупают хлеб и дают вам деньги. Понимаете? Вот энергообмен должен быть во Вселенной. Поэтому садитесь, думайте о том, чтобы ваша просьба была реалистичной, правильной, и что вы делаете для того, чтобы она сбылась. А почему нужна помощь духов? Это потому, то есть для того, чтобы получить благословение. Потому что человек может стараться, работать, а у него ничего никуда не двигается. А кто-то не особо старается, но у него все хорошо. Благословение мироздания, благословение сил, помощь сил, оно немаловажно. Они приводят нужных людей, приводят нужные обстоятельства, убирают от вас подальше всякие тревожные, нехорошие, значит, обстоятельства, которые могут вам помешать, навредить, и людей ненужных убирают подальше, понимаете? И тогда ваше дело идет хорошо. Дух-хранитель. Каждый человек при рождении получает этого хранителя. Другой вопрос, насколько сильный у него род. Если сильный род, то хранитель очень силен. Он может быть средней силы. Но в любом случае дух-хранитель – это тот, который посредник между нами и тонким миром. Он нас охраняет. Некоторые называют его смертью, что она наша смерть. Это сила. Она нас сопровождает, охраняет до того момента, пока сам не заберет. Вот пришло время, а до этого времени он будет нас охранять, чтобы никому мы не попались в руки. Может и так, но это не совсем, скажем так, правильное понимание. Не надо этого бояться, этого слова. Смерть и так далее. Смерть – это окончание времени и переход в вечную жизнь. Так вот, что нужно вам делать? Красными чернилами, красным цветом пишите на чистой бумаге свою просьбу. Просьба должна быть одна. Держите в руке, 6 раз читайте и прячете в сундук. Никто не должен видеть написанное. Хочу вам сказать по своему примеру, что подобный ритуал я для себя делала много лет назад. Я написала, немного там было другое, я написала список того, что я хочу добиться в ближайшие годы. Можете и такое делать, но это долгое время потребуется. Если вам сразу надо, это одна просьба должна быть. И вы знаете, через 7 лет, когда я уже разбирала, все уже... Нет, да, через 7 лет, когда я-то в Москве жила не 7 лет, больше, но написала, вот как раз 7 лет прошло после этого написанного. Когда уже переезжала сюда и, значит, вещи разбирала, я случайно нашла этот сундучок с этой просьбой. И я обомлела. Вот все, что я там написала, все сбылось. Я все это получила. Понимаете? Хотя из-за своей занятости я и забыла вообще, положила туда. Надо было бы почаще активизировать, начитывать. Но мне не было времени на это. Но невзирая на это, у меня все сбылось. Все буквально, все, что там написано, все у меня есть. Итак, читайте 6 раз заговор и прячьте. Теперь, каждое 6 число месяца вы должны активизировать, вытаскивать эту просьбу, читайте эту просьбу. Вот, я хочу, чтобы было вот так. Потом 6 раз снова читайте заговор, опять это прячьте. Через некоторое время оно у вас, конечно, сбудется. Может, через месяц, через 2, может и раньше, может и сразу сбудется. В любом случае. Вы откупитесь так, как посчитаете нужным. Но, значит, когда это все сбудется, получится, как вы хотите, когда уже окончательно все произойдет, эту запись просто сжигайте, и все. Просто сжигайте, сожгите, не рвите. Лучше сжечь. Если кто-то увидит эту запись в сундуке, вам придется переделывать, потому что оно отчасти потеряет силу. Есть такое выражение «дело глаза боится».
Вот пока оно не случилось, и, пожалуйста, не пишите под роликом: ой, я сегодня провела, все сделала, очень надеюсь, что получится. Это уже глупости, не получится уже. Вы заранее сказали, во-первых, и, во-вторых, это уже недоверие. Понимаете? Я сделала, но посмотрим, получится. И так не должно быть. Должно быть уважение, доверие к этим силам. Только тогда вы можете спокойно. Вот вы сделали и отпустили ситуацию. Но у себя сделали заметку. Каждое 6 число каждого месяца я должна читать, чтобы оно окончательно получилось. Вы, может, прочитайте там 1 месяц, он уже получится, понимаете? Но на всякий вам говорю, пока не получилось, 6 число каждого месяца вытаскивайте, читайте громко, ну, в полголоса, конечно, не так, чтобы все узнали. В полголоса читайте вашу просьбу, а потом обращение к духу-хранителю 6 раз прочитали, снова закрыли. И вы увидите, как обстоятельства будут так складываться, чтобы все, вот просто все буквально происходило, и все собиралось в совокупности для того, чтобы осуществить вашу просьбу. Желаю вам удачи и всех благ. А теперь заговор. Дух-хранитель мой, прими сие послание именем древних богов и с помощью их силы. Все написанное исполни. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, и чашей весов судного дня. Да исполнится все до каждого слова. Заклинаю. Дух-хранитель мой, прими сие послание именем древних богов и с помощью их силы. Все написанное исполни. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, и чашей весов судного дня. Да исполнится все до каждого слова. Заклинаю. Дух-хранитель мой, прими сие послание именем древних богов и с помощью их силы. Все написанное исполни. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, и чашей весов судного дня. Да исполнится все до каждого слова. Заклинаю. Дух-хранитель мой, прими сие послание именем древних богов и с помощью их силы. Все написанное исполни. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, и чашей весов судного дня. Да исполнится все до каждого слова. Заклинаю. Дух-хранитель мой, прими сие послание именем древних богов и с помощью их силы. Все написанное исполни. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, и чашей весов судного дня. Да исполнится все до каждого слова. Заклинаю. Дух-хранитель мой, прими сие послание именем древних богов и с помощью их силы. Все написанное исполни. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, и чашей весов судного дня. Да исполнится все до каждого слова. Заклинаю. Желаю вам удачи и всех благ.